Это пицца с луком и с моцареллой. Делается очень легко. Тесто приготавливается для пиццы, как я уже вам объяснила, как я делаю в видео, указанном в описании этого видео. Сначала вы мелко режете лук, его поджариваете на масле. Я взяла оливковое масло, поскольку оно более такое ароматное и с таким приятным, сильным вкусом. Возьмите одну большую луковицу для такой пиццы и посолите. И прожарьте лук, но так, чтобы он не подгорел. Лук никогда не должен подгорать, иначе он отобьет весь хороший вкус, подгоревший лук. Вот. Как только лук полупрожарится, вы его вынимаете и с газа или с печи, где вы жарите, в зависимости от этого. И, значит, тесто уже у вас раскатано в эту пиццу, в лепешку. Лепешку вы смазываете с одной стороны оливковым маслом свежим и ставите в печку, в электрическую печь. Я вот использую электрическую печь. И прожариваете немного в печи, выпекаете, ну, в общем, где-то 3-4 минуты. Вот. После этого вы вынимаете лепешку эту, переворачиваете и на другую сторону выкладываете вот этот лук и хорошо его разравниваете по лепешке и снова ставите в печь где-то на 2-3 минуты еще. После этого вы вынимаете лепешку и сверху кладете моцареллу. Моцарелла, она вообще при большой температуре сразу тает, сразу начинает поджариваться. Поэтому ее надо всегда в конце выпечки класть. И после этого ваша уже фокачча, это называется фокачча, не пицца. Фокачча с луком и с моцареллой уже готова. Какая разница между фокаччей и между пиццей? Ну, в основном пицца это всегда с каким-то таким соусом. Пицца это всегда соус. И либо это помидорный соус, либо это другой тип соуса, но это всегда соус с пиццей. А без соуса и с гарниром, например, вот в моем случае это лук, вот, без всего, лук поджаренный и все. Без соуса это будет в основном называться фокачча по-итальянски. Вот. Например, очень знаменита фокачча из Генуи с луком. Вот она вся такая пропитанная оливковым маслом, ее очень приятно кушать. Вот. Это вот лепешка достаточно низкая, а фокачча в Генуе делается из большого хлебного теста. Она поднимается даже на 2-3 сантиметра, даже 4. Очень такая высокая, вся такая пропитанная оливковым маслом и с луком поджаренным. Вот. А мой вариант такой домашний. У меня нет таких специальных печей. Нет специальной печи для выпечки, сухой выпечки теста по-итальянски. Вот. Поэтому я пользуюсь нормальной электрической печью. И вот раскатываю очень тонко, и у меня хорошо получается. Я всегда с большим удовольствием ем хлеб или пиццу, или фокаччу, которую делаю. Вот, приятного аппетита вам также. Записывайтесь на наш канал, не забывайте. Ставьте лайк, если вам нравится. Спасибо вам большое. До свидания.